Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о препарате Аминосил. Во-первых, появилось очень много вопросов. Стоит ли применять этот препарат для наших любимых орхидей? И мне тоже, как и многим блогерам, поступило предложение протестировать этот препарат. Я сначала открыла интернет, нашла фотографию вот этой коробки, прочла все, что написано на коробке, особенно вот эту часть, и отказалась. А отказалась только лишь потому, что на коробке указано очень большое количество аминокислот. Но менеджер, с которым я общалась, оказалась очень настойчивая девушка и попросила меня зайти на сайт и ознакомиться с сайтом. И вот когда я ознакомилась с сайтом и почитала информацию об этом препарате, и нашла всего одно предложение, которое меня очень заинтересовало. Оказалось, что аминосил производят для орхидей именно из конского навоза. И вот тогда меня этот препарат очень заинтересовал. Мои зрители, которые смотрят меня давно и знают, что я применяла конский навоз в прошлом году летом и применяла его на бульбовых орхидеях. Не раз это показывала, и сейчас не просто так стоят эти цветы рядом на столе. Именно на этих орхидеях, еще много котлеи, дендрофаленопсисы, дендробиум нобеле, мильтонии. Вот на этих орхидеях я применяла конский навоз, и мне это очень понравилось. Посмотрите, как они чудесно цветут. И это не первое цветение даже за период с сентября по март. Вот этот дендрофаленопсис цветет, по-моему, уже 3-й раз. Вот таким красивым большим цветоносом. Я хотела попробовать применить конский навоз и на фаленопсисах. Да, я положила в керамзит маленькие гранулы этого навоза, но в керамзите не получается его применить, потому что при первом же поливе гранулы набухают и смываются вместе с водой, и в горшке их не остается. То есть смысла применять никакого нет. И когда я прочла, что аминосил готовят на основе конского навоза, вот здесь меня все это заинтересовало. И не просто так. Я попросила познакомить меня с технологией этого процесса. И вот здесь я осталась очень довольна той информацией, с которой меня познакомили. Этот препарат готовится в несколько этапов. Первый этап, я даже не знаю, как это можно сделать, но, наверное, это так и происходит. Очень тщательный отбор сырья. Вот как можно отобрать сырье, конский навоз? Даже следят за кормлением лошадей, чтобы туда не попадали гормоны, то есть в питание лошади. Потом, чтобы как можно меньше было сделано прививок, то есть антибиотиков. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но сейчас, например, крупный рогатый скот, его несколько раз в год колят антибиотиками. Не знаю, как это происходит у лошадей, но, наверное, если лошадь получает здоровую пищу, может быть, антибиотиков применяют меньше. Но, в общем-то, первый этап отбора, он очень серьезен. На втором этапе отобранное сырье перемешивается и делается анализ полученной смеси. А третий этап – это ферментативный гидролиз. Что это такое? Это под воздействием кислорододышащие бактерии разлагают органические соединения, и результатом их метаболизма являются хелаты и аминокислоты.
То есть в результате ферментации из конского навоза получаются именно вот эти аминокислоты, которые присутствуют в данном препарате. Это не химически синтезированные аминокислоты, это именно натуральный состав и натуральные аминокислоты, которые так помогли мне в цветении и росте моих бульбовых орхидей. И вот здесь я сказала «да». Я сказала, что я готова участвовать в этом эксперименте. Что мне еще понравилось в технологии производства, что почти на каждом этапе, но где-то на каком-то этапе несколько раз тестируется продукт на наличие пестицидов, гербицидов, каких-то их остатков и патогенов. Ничего этого в конечном продукте нет. Еще один интересный этап производства этого продукта – это растворение и фильтрация. Вся вот эта полученная смесь разбавляется специально приготовленной водой, наверняка очищенной, и нагревается до 80-85 градусов. Но для каждого продукта есть не только для орхидей аминосил, но и для огурцов, томатов, роз и так далее. Идет вот такой нагрев для того, чтобы убрать все патогены. Для каждого продукта смесь может нагреваться от 2 до 4 раз, то есть большая разница. Это только один продукт я вам показываю, потому что я, конечно, буду его применять на орхидеях, но я для себя заказала еще один аминосил. Это для комнатных растений. Все знаете, что у меня есть еще хои. И хои я буду поливать другим. Когда получу, я заказала на Озоне. Я вам тоже его покажу. Да потом, наверное, покажу и всю линейку, потому что производитель пообещал прислать всю линейку своей продукции. Наверное, кому-нибудь его подарю, раз у меня нет в квартире. Ну, в общем-то, я сказала «да». Я участвую в этом эксперименте. Вот на данный момент все то, что рассказано, мне очень понравилось. Но я всегда люблю рассказывать о том, что я действительно применяю сама. И какой от этого получается эффект. Поэтому, наверное, это сейчас будет анонс следующего видео, которое выйдет через 2 недели. Мы с мужем вчера делали обзор в Леруа и купили все еще для одного стеллажа. Потому что говорить, что одну орхидею полила, и вот прямо вот все хорошо. Нет, я не вижу в этом никакого смысла. То есть будет новый стеллаж, туда будут поставлены орхидеи, которые на данный момент отцвели. Неважно, какая попадет туда орхидея, которая обильно цвела, которая цвела всего 2-3 цветочками. Или, например, как знаменитый Аркс-Рэй, старый-старый, который 3 года у меня живет, но так и остается с 2-3 листиками, никак не хочет ни расти, ни цвести. Вот я тоже его туда поставлю, и мы с вами будем наблюдать, как здоровые орхидеи относятся к этому препарату, как более слабые воспринимают его. И вот на массе орхидей, которых, может быть, там будет 100 штук. Может, чуть больше, чуть меньше. Не знаю на данный момент, сколько на этот стеллаж поместится орхидей. А там будет 4 полки. То есть большое количество орхидей. Мы будем тестировать этим препаратом. И производитель пообещал мне предоставить достаточное количество продукта для этого эксперимента. Но на данный момент этот аминосил я приобрела на Озоне за 736 рублей. Да, продукт не дешевый. Но ознакомившись с технологией изготовления этого продукта, я понимаю, почему у него такая цена. Но теперь нужно понять, так ли он хорош, как о нем везде написано.
И это мы с вами обязательно узнаем. Эксперимент будет длиться долгое время, потому что за 1 месяц мы не узнаем, как орхидеи на него отреагируют. Если вам интересно, можете зайти на сайт производителя. Там кажется, что всего 1 страничка, но можно опуститься в самый низ этой странички, и там все есть об аминосиле, где его купить, как они его производят, какие есть этапы производства, как получаются эти аминокислоты. Дана понятная информация об этом продукте. Ссылку на сайт я оставлю в описании под видео. Если вы хотите присоединиться ко мне и поэкспериментировать с этим препаратом вместе со мной, пожалуйста. Я знаю, что очень многие пользуются, очень много положительных результатов и отзывов. Но у кого-то что-то не получилось. Может быть, не так использовали. Я буду использовать по-своему. И в следующем видео я обязательно вам об этом расскажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.